Когда исследовательская группа, уставшая после нескольких дней работы в безжизненных песках, внезапно заметила нечто блестящее среди дюн, им едва удалось поверить собственным глазам. В середине пустыни, где по сотне миль вокруг не было ни намека на цивилизацию, посреди выжженного солнцем ландшафта обнаружился загадочный объект. Ослепительное солнце отражалось от металлической поверхности, создавая странный, почти гипнотический отблеск. Поначалу все решили, что это просто крупный обломок самолета или часть давно забытых военных учений. Но чем ближе подходили к находке, тем отчетливее становилось. Здесь все совсем не так просто. Песок вокруг странного объекта будто был спрессован неведомой силой, словно кто-то или что-то намеренно расчистил площадку вокруг. Диаметр диска едва превышал 15 футов, а сам он почти полностью скрывался под верхним слоем грунта, как если бы кто-то когда-то пытался его замаскировать или спрятать. Группа быстро организовалась. Один из участников, радист, поспешил связаться с базой, другие принялись осторожно осматривать находку. На первый взгляд диск выглядел гладким, зеркально полированным, но на ощупь его поверхность казалась странно шероховатой, почти вибрирующей под пальцами. Никто из присутствующих не видел ничего подобного даже в самых смелых фантазиях. Один из участников экспедиции, старший геолог, попробовал обойти диск по кругу. С каждым шагом ощущалось усиливающееся давление в ушах, словно невидимая волна не давала приблизиться вплотную. Даже самые простые предметы, компасы, рации, фонарики, начинали работать нестабильно. Стрелка компаса крутилась без остановки, передающая рация вдруг стала трещать и выдавать бессвязные помехи, а фонарик мигал так, будто вот-вот сядет батарейка. Однако исследователей останавливало не только это. Из центра диска иногда раздавался странный низкий гул. Его невозможно было ни с чем спутать, он не походил ни на какой известный механический звук. Он словно пробирался внутрь головы, заставляя сердце стучать чаще. В какой-то момент один из участников попытался записать происходящее на камеру, однако техника сразу же отказала. Фотоаппарат выключился, а аккумулятор будто бы моментально опустел. Решив не рисковать, экспедиция принялась собирать все возможные данные ручкой на бумаге, точно фиксируя даже мельчайшие детали. Тем временем водитель грузовика, оставшегося в стороне, стал сигналить, привлекая внимание своей команды. Оказалось, что автомобиль завести невозможно, хотя аккумуляторы накануне заряжали полными всю ночь. Вся электроника будто бы очутилась в зоне, где законы физики перестали действовать привычным образом. Чем дольше исследователи находились у загадочного диска, тем больше казалось, что пустыня вокруг будто наблюдает за ними сквозь невидимую пелену. Ветер утих, песок перестал кружиться и осел, образовав неестественно ровный круг вокруг объекта. Даже по небу вдруг стали проноситься редкие, но очень странные облака, отбрасывающие неестественные тени на поверхность, как если бы этот участок был полностью оторван от остального мира. Вдруг один из приборов, обыкновенный термометр, показал моментальное понижение температуры воздуха почти на 10 градусов по Фаренгейту. Для пустыни это выглядело как настоящее чудо. В этот момент члены группы разделились. Одни пытались возобновить связь с внешним миром и хотя бы как-то зафиксировать происходящее, другие осторожно двигались по периметру аномалии, надеясь обнаружить хоть какой-то вход или механизм. Под грузом напряжения и молчаливого ужаса они обменивались короткими фразами и жестами. Любая попытка подойти ближе, чем на 3-4 шага, приводила к тому, что человек мгновенно начинал ощущать слабость, а иногда и сильную головную боль. Одновременно с этим песок на границе круга начинал едва заметно вибрировать, словно невидимая рука слегка потряхивала его поверхность. Когда командир экспедиции решил отступить на несколько ярдов, чтобы оценить ситуацию со стороны, он отчетливо увидел, что территорию вокруг диска словно вырезали из общего пейзажа. Ни один куст, ни один камень не был поврежден, будто окружающая среда сама уступила место этой странной аномалии. Команда, склонившись над своими блокнотами и оборудованием, фактически оказалась на пороге самой загадочной находки в своей жизни. Но пока они тщетно пытались понять, что же за силы скрываются под этим таинственным металлическим слоем, загадочный диск вдруг начал испускать едва заметные вибрации, вызывая странные ощущения у каждого, кто оказался поблизости, и тем самым задавая новые, еще более тревожные вопросы, на которые требовались хоть какие-нибудь ответы. Вибрации, не поддающиеся объяснению, становились все отчетливее. Диск не просто гудел, а словно наполнял собой пространство вокруг. Сначала ощущение было едва уловимым, как если бы где-то вдалеке включили генератор. Но стоило сделать еще шаг, как эта волна буквально прокатывалась по всему телу. Каждый участник чувствовал ее по-своему. Один — вибрацию под ногами, другой — в груди, у третьего начинало гудеть в ушах, а волосы на руках вставали дыбом. Старший геолог взял небольшой камень и аккуратно бросил его на кромку выровненного песка. Тот зазвенел, словно ударившись о невидимую преграду, и подпрыгнул, как резиновый мячик. Сразу после этого стрелка компаса окончательно застыла в странном положении, указывая вбок прямо на диск. Механик, не веря своим глазам, попробовал поднести к поверхности диска длинную складную линейку из нержавеющей стали.
Не дойдя дюйма до металла, инструмент словно наткнулся на невидимую стену. Раздался короткий металлический щелчок, и линейку вырвало из его рук. Она упала на песок и задрожала, будто ее трясло мелкой дрожью, а из центра диска в этот момент вырвалась еще одна, более сильная вибрационная волна. Один из участников схватился за уши. По его словам, у него внутри черепа зазвучал низкий, настойчивый бас, словно огромный колокол ударил где-то в центре пустыни. Но и это было не все. В тот момент, когда двое исследователей пересекали границу круга, у обоих резко пошла носом кровь. Медик тут же бросился к ним, но когда попытался вытащить из кармана металлические щипцы, они оказались наэлектризованными. Малейшее касание к инструментам било током, а внутри рюкзака слышался тонкий звенящий звук, как если бы неведомая сила заставляла все металлические предметы резонировать в унисон с диском. Далеко в стороне, где стоял грузовик, его массивная кабина вдруг затряслась, хотя воздуха вокруг почти не было. Колеса зарылись в песок, но при этом сам кузов будто слегка приподнялся, а все двери захлопнулись с оглушительным хлопком. Один из самых тревожных моментов возник, когда радист заметил, что вибрация передается даже по воздуху. Он протянул руку и ощутил, как легкая дрожь пробегает вдоль кожи, словно разряды микротока. Испугавшись, он попятился, но дрожь не прекращалась даже в отдалении. А еще несколькими минутами раньше офицер попытался выкопать небольшой шурф у самого края диска. Как только лопата коснулась песка, тот начал сыпаться, словно мелкая дробь, образуя четкую волну, расходящуюся кольцами от центра аномалии. Даже фонарик, зажатый между зубами у техника, вдруг начал мерцать. Как признался он сам, свет от фонаря искажал цвет. Белый становился синеватым, а после и вовсе превратился в интенсивно-пурпурный, хотя батарейка была свежей. Несколько исследователей решили сделать записи. Один из них начал выводить заметки карандашом, но тут грифель сломался, как только бумага соприкоснулась с вибрирующим блокнотом. Бумажные листы странно трещали, словно их растягивал кто-то невидимый. Песок у самой кромки круга начинал переливаться, как будто под ним проходила волна ультразвука. Когда команда отошла чуть дальше, вибрации сначала затихали, но стоило сделать шаг ближе, и снова все оживало, будто объект становился живым в присутствии людей. В этот момент один из приборов для замера сейсмоактивности, который экспедиция возила с собой для работы в пустынных условиях, неожиданно сработал и зафиксировал серию коротких толчков. Полоса на бумаге задвигалась, показывая, что где-то под поверхностью происходит нечто нестандартное. Однако при попытке идентифицировать природу сигнала выяснилось, это не землетрясение, инструмент словно принимал колебания с самой поверхности диска. Прямо в этот момент откуда-то из центра предмета вырвался резкий поток горячего воздуха, но температура окружающей среды, вопреки всему, оставалась прежней. Все попытки сфотографировать или записать происходящее провалились. Каждый раз, когда кто-то нажимал на кнопку камеры или диктофона, техника либо отключалась, либо записывала лишь пустой гул без изображения и звука. Между тем, никто не хотел отступать. Старший геолог предложил срочно провести серию простых экспериментов с подручными материалами. Бросали палки, клали на песок монеты, даже попытались записать вибрацию на барабанный датчик, соединенный с длинным проводом. Результат всегда был одинаков. Все приборы выходили из строя, становились бесполезными или показывали невообразимые для пустыни пиковые значения. Инженер попробовал измерить частоту вибрации, используя старый аналоговый генератор частот. Стрелка прибора дрожала в такт невидимой волне и никак не могла зафиксироваться на точной отметке. Все происходящее не поддавалось никакому объяснению. Команда словно оказалась в ловушке между прагматикой приборов и загадкой, не фильтруемой никаким человеческим опытом. Оставался один способ продвинуться – внимательно рассмотреть сам диск, надеясь найти хоть какие-то подсказки на поверхности металла. Но именно в этот миг командир обратил внимание на странные, едва заметные борозды и выемки, словно кто-то или что-то оставило на диске следы, не похожие ни на один известный письменный язык. А пока экспедиция в полном молчании, окутанная вибрациями и звоном, замерла у самого края аномалии, на поверхности диска проявились загадочные символы, обещая еще больше неразгаданных тайн. Первые попытки наладить работу техники окончательно провалились. Как только люди доставали радио или диктофон, прибор буквально застывал на месте. Передачи не проходили, индикаторы светились тусклым фиолетовым светом и медленно угасали. Аккумуляторы, заряженные всего несколько часов назад, оказались полностью разряжены, а электронные часы на запястьях участников будто остановили свой ход. Попытка завести генератор не принесла успеха. Стартер лишь щелкнул, после чего мотор затих навсегда. Даже механические часы, всегда работающие независимо от электроники, вдруг пошли вспять. Когда инженер попытался использовать старую армейскую рацию на ручной динамо-машине, из динамика донесся лишь неразборчивый стон, будто сам воздух вибрировал от напряжения. Однако неприятности были не только с техникой. Металлические предметы, которые случайно оказались ближе к центру круга, начинали неестественно резонировать.
Монета, упавшая на песок у границы аномалии, подпрыгнула и, словно заведенная, пару раз перекатилась по кругу, прежде чем остановиться. Гаечный ключ, который держал в руках техник, стал буквально подрагивать в ладони, а затем изнутри корпуса раздался короткий металлический писк. Обыкновенная ложка в медицинском рюкзаке вдруг изогнулась так, словно на нее давили невидимые силы. Когда несколько членов группы попробовали взять инструменты из ящика, крышка внезапно захлопнулась, а замок щелкнул и не поддавался ни одной отмычке. Ветер исчез, жара спала, но напряжение только усилилось. Тем временем небольшие приборы, сопротивляясь сбоям, начали подавать новые аномальные сигналы. Гигрометр вдруг показал нулевые значения влажности, а градусник, воткнутый в песок, вышел из строя, ртуть ушла в самый низ шкалы, и стеклянная колба треснула. Даже старый аналоговый барометр, висевший у водителя грузовика, неожиданно упал со стены и раскололся, хотя никем не трогался. Кто-то из команды решил использовать смартфон, зеркальный экран погас, а стекло неожиданно покрылось сетью тонких трещин. Аппаратура для аудиозаписи, вроде портативного микрофона, сперва передала лишь слабое шипение, но тут же отключилась, не уловив ни единого слова. Ощущения у людей становились все более странными, кожа покрылась мурашками, у некоторых начинался озноб, несмотря на теплый воздух. Одна из участниц пожаловалась, что у нее дрожит правая рука и трудно дышать, а у другого началась ярко выраженная головная боль. У всех мгновенно пересохло во рту, будто внутри круга внезапно испарилась вся влага. Каждый металлический предмет, даже пуговицы на одежде, слегка звенел, отдавая вибрации прямо в тело. Особенно тревожно стало, когда у одного из исследователей кровь из носа окрасила бумажную салфетку в ярко-красный цвет, а другой на мгновение потерял равновесие и рухнул на песок, но быстро пришел в себя. Среди всей этой неразберихи старший геолог взял магнит и попытался поднести его к самому ближнему участку диска. Не успев дотронуться, он почувствовал, как магнит буквально вырывает из руки, а воздух вокруг наполнился треском. В этот же миг прибор для замера радиации перестал работать, его стрелка провалилась на самое дно. Попытки зафиксировать вибрации барабанным датчиком обернулись тем, что мембрана лопнула с резким хлопком, а рядом с аномалией все звуки потонули в гудящем фоне, заглушающем даже крики. Поручив двоим исследователям провести визуальный осмотр, командир обратил внимание на металлический отблеск на поверхности предмета. Свет фонариков, который казался тусклым и искаженным, ложился на диск странным образом. Лучи не отражались, а гасли, разделяясь на множество разноцветных бликов. Кто-то рискнул воспользоваться простым зеркальцем, чтобы осмотреть центр объекта под другим углом. Но отражение оказалось неузнаваемым. В зеркале появилось искаженное, размытое пятно, а сам диск будто исчезал из поля зрения. Это не поддавалось никакому объяснению. Водитель грузовика в отчаянии решил съехать с места и вернуться на базу, но как только он включил зажигание, фары заморгали, двери заблокировались, а двигатель захлебнулся и затих. Педали застряли, руль стал ходить туго, а топливомер показал 0, хотя бак еще утром был заполнен почти до отказа. Удалиться пешком было бы не лучше. Как только кто-то пытался пересечь границу круга, его словно тянуло назад, а под ногами песок становился липким и вязким, будто трясина. Некоторые испытали странное чувство дежавю. Казалось, что сцена вокруг повторяется снова и снова. Облака пробегали по небу в одном и том же порядке, тени ложились одинаково, а даже собственные шаги звучали на слух одинаково приглушенно. В этот момент радист заметил, что время в личном дневнике не совпадает с часами на руке. Разница составляла почти 15 минут, хотя никто никуда не уходил и не отвлекался. Энергия постепенно иссякала, группа все чаще оказывалась в полумраке, несмотря на горящее солнце наверху. Все происходящее не давало покоя. Техника оказалась бессильна. Даже обычная бумажная карта распалась на части, когда ее случайно уронили на песок у диска. Оставалось одно — внимательно рассмотреть сам объект, надеясь, что на его поверхности хоть что-то объяснит случившееся. Когда один из исследователей склонился поближе, он заметил странные символы. Они были едва различимы, будто выцарапаны на металле десятки лет назад. И с каждым новым взглядом их становилось больше, менялась форма, появлялись новые детали. Именно это стало отправной точкой для новой попытки разгадать загадку, ведь подсказки могли быть прямо перед глазами, спрятанные в незнакомых письменах. Не теряя времени, исследователи сгрудились вокруг загадочного диска, чтобы рассмотреть странные символы. Они казались неуловимыми. Стоило взглянуть под другим углом, и начертания менялись, словно плавали по поверхности. На первый взгляд символы напоминали нечто среднее между древними клинописными знаками и математическими шифрами, но ни один из участников не мог припомнить ничего похожего ни в одной известной системе письма. Один из ученых, вооружившись блокнотом, принялся срисовывать загадочные знаки как можно точнее, стараясь не упустить ни одной мелкой детали. Он заметил, что по мере приближения к диску линии становились все более сложными. Сначала простые круги и штрихи, затем спирали, ломаные стрелы, зигзаги, маленькие треугольники, выстроенные в геометрически точные ряды.
Некоторые символы почти сразу исчезали, их словно стирал сам металл, но в ту же секунду появлялись новые. Инженер, заметив особую последовательность в расположении знаков, предположил, что знаки могут быть частью какого-то кода или шифра. Он аккуратно дотронулся до поверхности рукой в перчатке и почувствовал, как металл слегка вибрирует, точно передавая по ладони ритм загадочного послания. Старший геолог принес с собой увеличительное стекло и попытался рассмотреть детали. Под стеклом символы вдруг сложились в повторяющиеся группы. Каждая серая полоса длиной около 2 дюймов обрывалась на одинаковом расстоянии от центра. Вдруг один из исследователей, опытный в лингвистике, обратил внимание, что определенные знаки расположены в строгой последовательности и начал сопоставлять их между собой, выстраивая примитивную таблицу соответствий. В этот момент один из приборов вдруг дал непродолжительный сигнал, датчик вибраций коротко пискнул, и на крошечном экране мигнула странная последовательность знаков, будто устройство попыталось передать нечто записанное на диске. Ученые тут же принялись сопоставлять появившийся на экране набор с тем, что было на поверхности металла. Некоторым показалось, что один из символов, раздвоенный овал, разделенный точкой, периодически встречается ближе к краю, словно это мог быть некий ключ к прочтению надписей. Работая в условиях постоянных помех и вибраций, исследователи нарисовали на песке точную схему символов, чтобы попытаться определить, не повторяются ли они. После нескольких минут напряженной работы удалось выделить нечто вроде цепочки, в которой один и тот же знак встречался ровно через каждые 7 шагов по окружности. Инженер принялся считать интервалы, прокладывая короткие отрезки между повторяющимися символами. В этот момент один из участников заметил, что небольшая металлическая пластина, случайно оставленная рядом с одним из знаков, неожиданно начала плавно вращаться, будто направлялась невидимой рукой вдоль ряда отметин. Каждый раз, когда пластина останавливалась, ее положение совпадало с очередным символом-ключом. Лингвист пока не мог точно расшифровать загадочные письмена, но предложил еще один способ – использовать влажный песок в качестве временной матрицы. Он осторожно приложил лист бумаги к участку с наибольшей концентрацией символов и начал обводить их мягким графитовым карандашом. Через несколько секунд на бумаге отпечатались узоры, напоминавшие коды радиосвязи или старинные астрономические обозначения. Командир группы приказал срочно составить список всех уникальных знаков, чтобы передать их для анализа коллегам, если связь удастся восстановить. В этот момент один из исследователей обратил внимание, что символы словно реагируют на свет. Яркость фонарика уменьшалась, как только луч скользил по рядам знаков, и увеличивалась, когда луч смещался в сторону. Самым удивительным оказалось то, что на разных участках диска появлялись одни и те же символы, но в разных комбинациях. Было похоже, что диск каким-то образом двигал письмена по своей поверхности. Любая попытка фотографировать эти знаки проваливалась. Изображения на дисплее мгновенно искажались, а память устройства забивалась неразборчивыми шумами. Тогда исследователи решили использовать кальку, аккуратно прижимая ее к металлу и рисуя узоры вручную. Постепенно они получили целую серию расшифрованных мотивов, часть из которых напоминала карту или схему неизвестной конструкции. Тем временем у одного из исследователей возникла смелая догадка. Возможно, повторяющиеся ряды символов соответствуют определенным природным явлениям или циклам. Он попытался наложить полученные схемы на карту местности, но линии и узоры никак не совпадали с привычной топографией. Тогда лингвист выдвинул новую гипотезу. Может быть, этот шифр связан с частотами вибраций, которые исходили от диска. Когда он провел по поверхности специальным графитовым стержнем, возникший звук неожиданно отозвался где-то в недрах аномалии, а на одной из металлических пластин проявился новый символ, ранее не встречавшийся. Команда тут же попыталась повторить эксперимент, меняя направление линий и силу нажима, но результат каждый раз был неожиданным. То символ исчезал, то появлялся, а иногда от поверхности исходила едва уловимая вспышка синеватого света. Работая напряженно и почти без перерыва, каждый из участников вносил свою лепту. Кто-то аккуратно вычерчивал схемы на песке, кто-то снимал отпечатки карандашом. Один из инженеров попытался вырезать из дерева небольшие макеты символов, чтобы проверить, будут ли они взаимодействовать между собой. Никаких прямых совпадений с известными алфавитами, кодами или языковыми системами найти не удалось. Символы оставались загадкой, но чем больше их фиксировали, тем отчетливее становилось. На диске зашифровано послание, смысл которого пока ускользает. Команда переглядывалась, быстро обсуждая между собой результаты экспериментов, когда вдруг один из исследователей заметил, что отпечатки пальцев, оставленные на поверхности, начали исчезать почти мгновенно. Было ощущение, что металл сам стирает любые следы вмешательства, оставляя нетронутыми только загадочные письмена. Вслед за этим на одном из участков диска вдруг проступили новые символы, которых не было еще минуту назад. Появление этих знаков сопровождалось коротким импульсом вибрации и неожиданным падением температуры. Оставалось только догадываться, что будет дальше, ведь диск продолжал менять свой облик, а символы на его поверхности сулили еще больше странных открытий и неожиданных последствий.
Все только начиналось, когда рядом с лагерем вдруг возникли 3 массивных внедорожника без опознавательных знаков. Двигатели их ревели, колеса поднимали тучи пыли, а на каждой двери виднелись лишь номера и никаких эмблем. Из машин вышли люди в легкой армейской форме с закрытыми лицами и короткими рациями, которые почему-то работали, несмотря на полную аномалию со всей остальной техникой. Старший офицер не представился. Он сразу подошел к командиру экспедиции, вынул из кармана плотный конверт и произнес: «Все исследования прекращаются, территория оцепляется, персоналу приказано немедленно покинуть сектор. Вся техника, записи, даже скетчи с начертанными символами надо было сдать на месте. Никому не разрешали брать с собой личные вещи, особенно электронные устройства. Суровые люди пересматривали рюкзаки, карманы, проверяли даже подошвы ботинок. Каждый, кто пытался что-то утаить, получал предельно жесткое предупреждение. Один из исследователей попытался возразить, но его моментально отвели в сторону к внедорожнику, и больше в лагере никто его не видел. Остальным выдали отдельные пачки с пустыми формулярами и заставили поставить подписи о неразглашении. Командир группы разглядел в руках у одного из военных странный, напоминающий планшет-прибор. При его включении дисплей подсвечивался синим, и даже на этом фоне мерцал странный сигнал, совпадающий с вибрациями диска. Палатки свернули в считанные минуты. 2 члена группы, которых определили как технических специалистов, приказали остаться вместе с военными, объясняя это необходимостью помощи в извлечении загадочного диска. Никто не спорил. Вся остальная команда под строгим присмотром отвели за песчаную гряду. Их машины были уже перекрыты внедорожниками так, что ни одна живая душа не могла бы выбраться без разрешения. Пока исследователи ждали, чтобы их выпустили за периметр, к диску из ящиков начали доставать странное оборудование. Антенны на вращающихся шарнирах, рентгеновские экраны, длинные кабели, питающиеся, судя по всему, от специального генератора, который не реагировал на помехи. Специалисты развернули вокруг объекта импровизированный лагерь, 3 палатки с герметичными дверями и стол с мониторами, за которыми сидели строго одетые аналитики. Приборы, подключенные к диску, начали пульсировать в том же ритме, что и таинственная металлическая поверхность, а рядом на песке появилась широкая лента, буквально выжигающая ровный круг. Любая попытка экспедиционеров наблюдать за действиями военных пресекалась моментально. На линии патрулировали 2, вооруженные тяжелыми фонарями и чем-то похожим на шумовые баллистические пушки. Вскоре появился еще один человек в сером дождевике с капюшоном и черных очках, несмотря на палящее солнце. Он держал в руках папку с фотографиями. На снимках были засняты другие объекты, внешне немного похожие на найденный диск, но, судя по всему, находились они в совершенно разных ландшафтах: горы, болота, даже ледяные поля. Он подошел к изучавшим символы лингвистам и бесстрастно спросил: видели ли они что-то подобное раньше, узнают ли отдельные знаки. Получив отрицательный ответ, он молча сделал пометку в бланке и удалился в одну из палаток. Тем временем техника военных, казалось, работала без помех. Передвижные антенны улавливали необычные шумы на мониторах, застывали графики с отображением вибраций в реальном времени, а один из сотрудников через громкоговоритель с короткими фразами координировал действия всей команды. Тут же несколько человек с приборами подошли к самому диску, надели специальные перчатки и что-то закрепили на поверхности. Маленькие прозрачные кубики, из которых тут же проскочили вспышки синего света. Символы реагировали мгновенно, некоторые исчезали, другие, наоборот, вспыхивали и чуть ли не перетекали ближе к краю. Вся работа в лагере шла настолько слаженно и бесшумно, что у невооруженного взгляда складывалось ощущение: военные давно знают, с чем имеют дело. Один из инженеров-исследователей подслушал обрывки фраз между офицерами. 3-й инцидент за этот месяц. Зона уже установлена. Фаза синхронизации. Позже, ночью, когда лагерь уже был плотно оцеплен, к месту аномалии подогнали укрепленный автономный контейнер с герметичной дверцей. Металлическую крышку диска попытались приподнять с помощью специального гидравлического домкрата, но та не поддавалась. Каждый раз, когда сила давления превышала определенный уровень, весь контейнер начинал вибрировать, а стрелки на их приборах сходили с ума. К рассвету военные начали засыпать следы пребывания экспедиции. Песок вокруг тщательно разровняли, а следы колес и ботинок прикрыли длинными пластиковыми лентами. Один из участников экспедиции успел заметить, как сотрудник в сером дождевике бросает в костер несколько записных книжек с зарисовками. Страницы мгновенно вспыхнули синеватым пламенем и рассыпались в пепел. К тому моменту большая часть исследователей уже была переправлена на новые позиции, примерно в 6 милях от места аномалии. У всех изъяли любые полевые записи, оставив только личные вещи без намека на работу. Перед самым отъездом к ним подошел тот самый старший офицер, еще раз хмуро напомнив, что все, что здесь видели, должно быть забыто. На вопросы никто не отвечал. Оставалось только догадываться, какие отчеты уйдут в секретные архивы и какие выводы сделает правительство по итогам этого ночного десанта. Но на горизонте в белесой дымке до утра еще долго трепетал едва видимый силуэт загадочного объекта.
Какая судьба ждет диск, каковы результаты работы военных и отчего техника работала только в их руках, на эти вопросы команда так и не получила ответа. Но едва утихли следы лагеря, случилось нечто, зачем наблюдать никто не решился бы добровольно. Когда последний внедорожник скрылся за дальними дюнами, а притихшие участники экспедиции оказались на пустынной автостраде, в воздухе будто повисла глухая, вязкая тишина. Песок на месте находки был тщательно разровнен, от лагеря не осталось ни следа, и новая смена военных патрулей уже прочесывала квадрат за квадратом по заранее составленному плану. Но, несмотря на все усилия, среди местных жителей начали циркулировать слухи. Ночью из глубины пустыни кто-то видел странное свечение, сползающее по линии горизонта. Люди говорили о длинной веренице машин без фар, исчезающих без следа в песчаной мгле, и оглушительном гуле, который доносился до ближайших поселений. Один из водителей экспедиции, вернувшись домой, заметил, что его компас внезапно перестал реагировать на север, а стрелка слабо дрожит даже в удалении от аномалии. Другой участник несколько дней подряд жаловался на вибрацию в груди и ощущение электрического покалывания, будто бы след таинственного диска не оставил их в покое. В то же время в интернете на форумах начали массово появляться неподтвержденные сообщения. Кто-то из местных пастухов нашел среди дюн тонкий кусок зеркального металла, который невозможно согнуть или распилить. Другие утверждали, что случайные туристы ночью видели в небе яркие сполохи беззвучного разряда, похожие на мерцающий купол над пустыней. В официальных новостях участок был объявлен по техническим причинам опасным для посещения, никакой информации о находке диска не появлялось. Это только разогревало интерес. На один из локальных радиоканалов позвонил неизвестный и рассказал, будто бы его родственник служит в одной из армейских частей, отвечающих за особую зону в пустыне. По его словам, спустя сутки после эвакуации ученых вся техника на базе стала работать с перебоями, а трое сотрудников пожаловались на странные сны и невозможность вспомнить детали последней смены. Спустя 2 суток после отъезда экспедиции двое бывших участников, не выдержав неизвестности, попытались вернуться к месту находки, но их остановил новый блокпост. Военные отказались объяснять, что произошло, лишь сухо заявили о спецоперации. Один из любопытных местных жителей ночью увидел, как с неба спускается крупный вертолет с подвесом, а рядом на песке отражается сине-белый свет, будто бы внутри все еще происходят какие-то манипуляции. Уже через пару дней в округе резко участились проверки документов, а лишние машины и вовсе разворачивали обратно. Через неделю после исчезновения объекта прошел слух, что группу специалистов, тех самых, кто видел диск и символы, неожиданно вызвали для дополнительного медицинского осмотра. Нескольким запретили выезжать из города, ссылаясь на обязательную изоляцию по причине возможного контакта с неизвестным веществом. Один из исследователей заметил, что на его телефоне исчезли почти все фотографии, а бумаги с зарисовками символов в сейфе оказались чистыми, будто следы графита и чернил стерлись сами по себе. Почти сразу у нескольких бывших членов группы начались странные проблемы со здоровьем. Частые головные боли, скачки температуры, бессонница и ощущение, что из глубины сознания всплывают фрагменты каких-то незнакомых схем и комбинаций. Несмотря на все меры предосторожности, в сети начали появляться подробные фрагменты описания символов, которые команда успела переслать знакомым до выезда из лагеря. Один из инженеров выложил в закрытый чат рисунок загадочных спиралей и треугольников, после чего его аккаунт был моментально заблокирован, а позже сам инженер сообщил, что ему заблокировали телефон и пригрозили увольнением. В социальных сетях прокатились обсуждения. Кто-то утверждал, что знает список людей, допущенных к секретной зоне, другие делились фотографиями странных следов на песке, которые, однако, быстро удаляли модераторы. Ближе к концу второй недели окрестные пастухи заметили, что песок в районе бывшего лагеря стал плотнее, чем обычно, а компас возле старой дороги вращается, не находя направления. Некоторые утверждали, что ночью слышали протяжный низкий гул, хотя ближайшее шоссе находится более чем в 10 милях. Местные старожилы начали рассказывать, что раньше, много лет назад, на этом месте люди уже находили странные металлические предметы, но все исчезало так же внезапно, как и появлялось, и спустя время даже следы на дюнах затягивало ветром. Тем временем сами участники экспедиции реже делились друг с другом впечатлениями. Каждый сталкивался с обрывками информации, слухами о исчезнувшем объекте и осторожными намеками, что где-то в другом штате был найден похожий диск, только его удалось переместить всего за ночь. В одном из ночных новостных выпусков бегущая строка коротко упомянула о секретном аэродроме и необычных испытаниях, но подробностей не последовало. Однако новые городские легенды росли. Кто-то рассказывал, что нескольким членам экспедиции начали приходить анонимные письма без обратного адреса, а другие утверждали, будто вблизи закрытого участка ночами раздаются странные вспышки и тени. В итоге место, где некогда кипела жизнь лагеря, снова превратилось в безмолвную пустыню. Ни выжженного круга, ни следов техники, только пересохший песок, по которому редкий ветер уносит едва заметные очертания старых следов.
Но в памяти всех, кто оказался свидетелем этой истории, навсегда осталась дрожащая вибрация, загадочные символы и ощущение, что разгадка так и ускользнула в тот момент, когда за горизонтом исчез последний луч света, а пустыня еще долго хранила секрет исчезнувшего диска, подпитывая новые слухи, подозрения и домыслы.